Парадокс. Почему красивые женщины часто остаются без пары? Казалось бы, красивые женщины более привлекательные, и как раз таки они должны первые находить себе пару, но часто бывает так, что красивая женщина долго остается без пары, и это вообще-то не ее выбор. На самом деле это может стать большой проблемой. Сегодня мы разберем с вами 7 причин, почему красивые женщины остаются одиноки. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первая причина одиночества красивых женщин – это слишком высокая планка. Это чаще характерно для молодых женщин. Собственно, женщина красивая привыкла, что к ней мужчины стремятся, и она себе думает, что я не согласна на что-то такое посредственное. Мне нужен самый лучший, самый красивый, самый сексуальный, самый какой-то, не знаю, финансово успешный. Из этого стремления к такой какой-то высокой планке женщина оказывается в ловушке. Дело в том, что понять о том, что мужчина самый-самый, можно только по каким-то поверхностным признакам. То есть, если он, например, внешне выглядит красиво, я это сразу вижу. Если он, скажем, весь там, не знаю, в золоте, бриллиантах, там, с ключами от машины идет, это тоже сразу видно. Но дело в том, что у многих людей, и в частности у очень многих мужчин, основные их достоинства находятся не на поверхности. То есть нужно человека вроде бы немножко узнать, чтобы понять, что он тебе подходит, что конкретно этой красивой женщине подходит вот этот вот мужчина. Но поскольку у нее изначально вот эта вот завышенная планка, он не проходит ее этот фильтр, и таким образом красивые женщины себя часто изначально вообще самоизолируют. Мне нужен мужчина только, который сходу будет, ну, как будто бы гарантированно наилучший, а это чем-то попахивает такой вот идеализацией и утопией, то есть чем-то нереалистичным. Вторая причина одиночества красивых женщин, собственно, с женщинами никак не связана, связана она с мужчинами. Традиционно мужчин красивые женщины отпугивают. То есть, скажем, мужчина видит женщину, она ему кажется красивой, она его привлекает, и в этот момент у него начинает повышаться уровень тревоги. Мы так устроены, что вообще всегда перед началом контакта со значимым человеком у нас повышается уровень тревоги. Но если этот уровень тревоги у мужчины повышается достаточно сильно, потому что женщина достаточно сильно красивая, то он тогда может эту тревогу не уметь как-то обработать, он ее не переносит, и он либо остается на расстоянии. Знаете, есть вот это вот, когда красивая женщина, у нее вокруг есть куча каких-то вроде воздыхателей там и таких поклонников, которые издалека и посылают какие-то сигналы, но никаких конкретных действий для сближения не делают. Либо такой мужчина может просто переключиться на какую-то женщину, так сказать, попроще. Вот эта женщина, она, как ему кажется, менее такая статусная, она не такая красивая, соответственно, она особо от меня никуда и не уйдет. И с такой женщиной проще выстраивать отношения. А красивая женщина остается в одиночестве из-за вот таких вот мужчин. Третья причина одиночества красивых женщин – это такое сомнение в неискренности мужчины. Дело в том, что, во-первых, красивые женщины слышат много комплиментов, они достаточно с раннего возраста обычно начинают их слышать, и поскольку слова, которыми можно сделать комплимент по поводу внешности, они очень сильно ограничены, женщина слышит уже избитые какие-то давно ей знакомые слова, которые ей кажутся неискренними просто потому, что ты не можешь ничего нового, что ли, придумать. Более того, красивые женщины, они в начале отношений более объектны. Потому что она имеет яркую выразительную внешность, соответственно, мужчина на нее больше обращает внимание, и, собственно, весь контакт строится в большей степени вокруг внешности. То есть женщина, по крайней мере, должна реагировать на то, как мужчина реагирует на ее внешность, и остается меньше места для, скажем, эмоциональности женщины, ее характера, ее там каких-то вкусов, тех вещей, которые мы называем субъектными. То есть мужчина дольше видит в женщине вот эту вот оболочку, поскольку она красивая, привлекательная и заметная. И, соответственно, когда женщина чувствует этот перекос внимания мужчины на ее внешность, чем на ее внутренний мир и какую-то психологическую такую составляющую, ей, опять же, вот эти отношения кажутся изначально какими-то неискренними. Поэтому красивые женщины часто бывают немножко так вот разочарованы, что вокруг меня столько мужчин, они меня вроде как замечают, но замечают во мне только мою внешность, а дальше как-то вот дело идет очень медленно, и женщина эти отношения как бы не развивает. Четвертая причина одиночества красивых женщин связана с такой привычкой к независимости. Дело в том, что в современном обществе женщина может легко выстроить себе карьеру, если у нее есть желание, стать финансово, социально независимой, самодостаточной. И красивые женщины, поскольку у них есть вот эта вот внешняя привлекательность, они менее, что ли, озабочены тем, что вот им надо найти срочно там мужчину, чтобы выстроить семью. Они понимают, что в тот момент, когда мне это понадобится, в любой момент, я достаточно быстро это сделаю, потому что какие-то воздыхатели-ухажеры где-то на горизонте в орбите все равно всегда есть. Соответственно, такая женщина выстраивает себе карьеру, становится такой вот независимой, к этой независимости привыкает. Она привыкает, что никто мне не указывает, что мне делать, я ни на кого не озираюсь, люди вокруг меня все равно есть. И тогда зачем мне нужен партнер, если мне и так хорошо, и это уже не совсем одиночество, это скорее такое уединение. Я вот независимо занимаюсь тем, чем хочу, а люди вокруг меня все равно есть, если необходимо, я выстраиваю с ними такие отношения, каким мне хочется. Пятая причина одиночества красивых женщин – это зависть и конкуренция со стороны других женщин.
Особенно это проявляется в ситуации, если женщина находится в каком-то закрытом женском коллективе или, в принципе, в каком-то социальном изоляте таком. Тогда может произойти так. Другие женщины замечают ее как какую-то вот особо там привлекательную и, например, не приглашают ее на какие-то вечеринки или какие-то там дни рождения. Или на работе могут устроить там, не знаю, какую-то травлю. То есть вот эта ситуация опасна только если женщина изолирована. Ну, либо если она живет где-нибудь на какой-нибудь, я не знаю, там в лесу в каком-то небольшом городке, где просто других людей нет, и вот против нее так все как-то ополчились. Либо если у женщины есть вот эта психологическая самоизоляция. Это чаще сейчас встречается, такая вот шизоидность какая-то. У меня есть какое-то количество людей, с которыми я общаюсь. Эти люди меня, ну, это такое токсическое окружение, но я как бы поменять его не могу, потому что не могу найти в себе силы. И вот женщина получается одинока, потому что находится просто в токсичной среде, из которой не может выйти. Шестая причина одиночества красивых женщин, связанная с избытком мужского внимания и часто негативным опытом. Дело в том, что красивая женщина достаточно рано, ну, там, в подростковом девическом возрасте, начинает получать большое количество внимания от парней, и она вынуждена, ну, как бы вот из этих претендентов как-то выбирать. То есть, по сути, она выстраивает отношения реактивно. То есть она реагирует на парней, которые, ну, к ней как-то вот обращают внимание. Она не научается сама понимать, какой мне мужчина нужен, делать какие-то шаги навстречу к тому, кто ей интересен. Потому что, ну, некогда этим заняться, постоянно есть какие-то претенденты. Соответственно, если мы к этому еще добавим тот факт, что, как правило, особенно у молодых мужчин, вот эта вот напускная уверенность, какая-то наглость обратно коррелирует с внутренней наполненностью, то очень скоро у такой молодой красивой женщины накапливается достаточный такой опыт травматичный, что вот мужчины внимание ей уделяют, а в результате там оказывается полный пшик. И получается, что красивая женщина в дальнейшем не имеет опыта того, как выстраивать отношения, исходя из своих потребностей, как самой двигаться к тому мужчине, который мне нужен, она даже не знает, какой мужчина ей нужен. Но у нее есть очень много негативного опыта, когда мужчины к ней стремятся, когда мужчины за ней ухаживают, но потом это ни к чему не приводит. Это может также потом вылиться в такое вот женское одиночество. Седьмая причина одиночества красивых женщин связана с маской уверенности, которая часто скрывает уязвимость. Как это вообще формируется? Привлекательная женщина, естественно, привлекает к себе внимание. И вот когда, скажем, молодая девушка заходит в какую-то условно комнату, то из-за того, что она привлекательна, в этот момент оборачивается большее количество людей, чем в среднем. И она получает пиково, единомоментно большое количество внимания. А далеко не всем людям легко так вот переносить какое-то единомоментно навалившееся на тебя внимание. Да, есть определенные люди, их небольшое количество, это люди с определенным психотипом, с определенными там акцентуациями, там характерологическими особенностями, которые, когда вот на них все смотрят, они прямо растворяются и плавают в этом внимании. Как правило, людям большое количество внимания, оно, ну, заставляет как-то тушеваться, смущаться, испытывать, как, по крайней мере, какое-то внутреннее напряжение. И вот с этим вот напряжением, а ведь это же привлекательная девушка, которая, когда она заходит в каждую комнату, сталкивается с этим. Когда она идет по улице, она постоянно с этим сталкивается. У нее формируется такая защита, как такая маска уверенности. Уверенности, холодности, такой вот непроницаемости. Внешне как это выглядит? Когда мужчина видит женщину, которая привлекательна, и у которой еще вот есть такое вот, знаете, мимика уверенности и неприступности, то, естественно, мужчина тут же понимает, что мне вот точно не сюда, мне здесь ничего не светит. То есть выходит, что в определенном смысле красивая женщина стала заложницей своей привлекательности, потому что вот слишком много внимания для нее когда-то было too much. Это заставило выработать определенный защитный механизм, который теперь не позволяет людям вообще к ней подходить. Поэтому красота и привлекательность имеют разные нюансы, и это точно нужно учитывать. Потому что часто, знаете, люди говорят, что какая разница, как человек выглядит. Мне, так сказать, с лица воду не пить, главное, чтобы сердце было доброе. Нет. Как человек выглядит, имеет значение, потому что встречают по одежке, провожают по уму. Да, конечно, в конце концов имеет значение, что это за человек в целом. В конце концов мы смотрим какую-то общую результирующую, и там, конечно, внешность может играть совершенно не главную роль. Но начинается любой контакт с объектностью. Мы встречаемся прежде всего с фасадом, мы встречаемся с тем, что нас прежде всего встречает. И это очень важно учитывать. Если вы когда-нибудь сталкивались с тем, что из-за вашей привлекательной внешности у вас возникают проблемы в коммуникациях, или вы понимаете, что у вас возникают проблемы в коммуникации с людьми, которые выглядят, как вам кажется, привлекательными и красивыми, вы можете обратиться ко мне на индивидуальную консультацию. Под каждым видео у меня есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение, и мы с вами работаем. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, красивым женщинам проще живется в мире или сложнее? То есть какие тут больше плюсов или минусов? Я буду очень признателен вам за ваше мнение. Если эта тема вас зацепила, видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.